Всем привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел рассказать про пару линз, собственно, которых мы в прошлой серии у нас присутствовали. Вот, линзы, собственно, что они себя представляют? Линзы — это инструмент, который используется, есть также их два типа. Есть обычные линзы и, собственно, артефактная пара. Для чего они нужны? Линзы и используются путем наложения и одевания. Во время их ношения защищают ваши глаза от ослепления, нападения вожны и плевка яда, но не брошенных кремовых пирогов или других источников слепоты. Ношение линз при поиске повышает ваши шансы найти секретные двери или коридоры, но не ловушки. Изношенные линзы также увеличивают ваши шансы на успешное чтение заклинаний на 10%, сокращая время чтения на 1/3. Нельзя носить одновременно с повязкой или полотенцем. Полотенце, если оно проклятое. Вот. Пара линз не будет использоваться монстрами. Собственно, это материал стекло. Сегодня я также хотел поговорить о том, что вообще какие инструменты присутствуют в игре, помимо линз и так далее. Собственно, есть английская версия линз, если кому интересно. Вот есть, собственно, русская версия линз. Также я хотел поговорить про инструменты. Я их некоторое количество собрал. Вот. Сейчас я вам вкратце по ним пробегусь и расскажу, что из себя, собственно, они представляют. Собственно, список инструментов. Аксессуары для персонажей. Собственно, повязка на глаза, которой мы чаще всего пользуемся, Blindfold. Крайне эффективная вещь, ослепляет вас. По крайней мере, тут при одевании написано. Но факт в том, что эффективная вещь помогает при ментальном зрении, если у вас есть оно. Вы видите монстров, которые имеют разум. Линзы, только что прочитал про них, это чтение книги заклинаний. Помогает также при поиске. Глаза потустороннего мира — это квест в артефакт монаха, дают просвещение. Просвещение — это, как вам объяснить? То есть вы видите все свои характеристики. То есть там у вас не знаю, есть это сопротивление яду, холоду там и так далее, вы это видите. Так называемый, вы просвещены будете. Опять же, чтобы использовать этот артефакт, через команду invoke, если вы будете использовать. Полотенце. Полотенце в основном используется для, как говорится, очищает руки и лицо, ослепляет, если оно проклятое. Оно используется для очистки рук, лица от того же кремового пирога, если у вас его метнули. Меня, правда, обычно не метали. Также для, собственно, наверняка для очистки рук от этого. От масла, я не знаю точно, работает или нет. Надо будет тестировать, проверять. Аксессуары для домашних животных. Поводок и седло. Собственно, поводок. Держать вашего животного рядышком, то есть на короткой дистанции. Главное, чтобы он был не проклят, иначе вашему животному будет очень плохо. Седло, собственно, верховая езда, чтобы пользоваться вашим животным, которое может ездить верхом. По поводу собственно, кого можно оседлать. В большинстве случаев это те же лошади. Тоже там есть так называемый конь Кирин. Также можно оседлать кентавра и единорога, если вам необходимо. Но их надо будет приручать через свиток тайминг. И мобы могут сопротивляться приручению. Вот. Контейнеры. Это сумка хранения. Делает ваши предметы легче. Собственно, это самый стандартный баг-холдинг. Главное, не проклятой версии его использовать. И так все будет неплохо. Желательно благословленно. Грудь, собственно, ледяной ящик. Грудь — это, скорее всего, обычный ящик с предметами, который вы можете найти на уровне. Обычный ящик, ничем не примечательный. Просто в него можете найти предметы, большое количество. Тут написано 0,5, но
Используется для хранения. Крайне эффективная вещь. Я периодически его использую. Ледяной ящик. Ледяной ящик сохраняет трупы свежими. Собственно, то же самое, но в большинстве случаев я его чаще всего вижу у торговцев. Торговцев едой, так называемые деликатесы он называется. Первого торговца похожего вы можете встретить, либо пройдя на основных этажах подземелья, либо вы его увидите, когда приходите в гномий город, так называемый Майтаун. Вот, вы его там увидите. Если он у вас зареспаунится. Большая коробка. Ну, собственно, разновидность маленькой коробки, самый стандартный, ничем не примечательная, просто больше вес дает. Клеенчатый мешок, он защищает от воды, то есть, ну, тут написано гашение, но факт в том, что он защищает от воды, и крайне эффективная вещь, то есть вы вместе с ним можете купаться и не переживать за предметы, которые у вас находятся в нем там, то есть они не смоются. Мешок обычный, ну, ничем примечательный мешок, просто используется для того, чтобы убирать предметы, например, те же монеты убирать, чтобы лепрекон, например, у вас них ни с кого не сделали, либо какие-то предметы от нимф, например, убирать, чтобы они их не спрятали. Но они нимфы могут ваш мешок скоммуниздить. И чтобы найти нимф, нужно использовать, опять же, ментальное зрение и желательно дальние атаки, чтобы они к вам даже не подходили. Либо используйте Элберет, к нимфы до какого-нибудь подойдут, а вы потом их начнете раздамаживать. Вот. Тональный инструмент. Ну, собственно, инструменты, издающие звуки, либо ударные инструменты, так называемые. Горн. Раздражает ближайших солдат. Ну, собственно, самый банальный горн. Ничем особо не примечательный, просто когда вы его дудите, он дает раздражение ближайшим монстрам, и у них испуг идет. Огненный рог — это, собственно, луч огня, морозный луч холода, так называемый мороза. Волшебная флейта убаюкивает монстров. Ну, в большинстве случаев убаюкивание монстров — это скорее как усыпление идет монстров, то есть, но, насколько мне известно, она, по идее, должна использовать заряды. Как, собственно, и волшебная арфа, которая идет дальше. Она приручает монстров, или как вам объяснить, свиток тайминг, то бишь свиток приручения, и как заклинание очарования, шарм, так называемое, в школе очарования. Обработанный рог. Ну, собственно, вторая разновидность рога. Тоже, ну, как вы видите, я, правда, не сталкивался в большинстве случаев с рогами. Это был первый горн, а тут именно рог идет, собственно. Но в большинстве случаев первый наверняка... Ну, пугание монстра — хорошая вещь. Тоже можно как вариант для испуга нимфы использовать. Ну, либо других. Но в большинстве случаев не на всех это подействует. Деревянная флейта усмиряет змей. Хорошая вещь, но крайне редко используемая. Потому что в большинстве случаев змеи вы будете именно забивать. А вот деревянная арфа — это когда у вас закончатся заряды у волшебной арфы, у вас будет она использоваться как деревянная арфа. Ну, то есть она усмиряет нимф. Тем самым нимфы становятся к вам, грубо говоря, ну, нейтральные, не будут вас атаковать. Что очень полезно бывает, но, опять же, арфы достаточно редкий предмет, их не всегда получается найти. Вот. Собственно, это первая часть инструментов. Вторая часть инструментов — это у нас также присутствуют еще звуковые инструменты, которые... Это колокол. Он пробуждает монстров, вызывает нимф. Это, как вы можете понять, самый отвратительный предмет, но если вы, конечно, можете справиться с нимфами быстро и безболезненно, собственно, чтобы с ними справиться, вам нужно просто использовать Элберет, чтобы они к вам не подошли. Желательно полупостоянный, на нем стоять, либо над ним левитировать. Используя, например, либо ботинки левитации, либо кольцо левитации. Но факт в том, чтобы Элберет не стирался никак вообще. Вот.
тогда вы сможете пробуждение монстров. Но монстры имеют свойство спать, например, в сонную ловушку попали, либо, не знаю, их запихнули в сон, например, тот же гомункул при атаке запихнул их в сон, и вот... Колокол открытия. Колокол открытия, призыв получить из квеста Немезида. Это квестовый предмет, который получается, ну, собственно, после прохождения первого квеста. То есть в большинстве случаев квест у вас будет, ну, где-то уровня с 11 и до 15 уровня. У вас он будет, ну, на одной из локаций он зареспаунится. У всех классов свои квестовые персонажи, как и квесты, сами разные. То есть, например, у того же монаха, там, не знаю, у туриста, как у нас сейчас идет, квесты все разные, как и разные противники. У них единственное объединяет что рано или поздно вы на последнем этаже встретитесь с боссом этой локации, собственно, который и охраняет ваш квестовый артефакт, и, собственно, колокол открытия, который вам поможет, ну, собственно, дальше для прохождения игры, короче говоря, которую вам нужен. Барабан землетрясения и кожаный барабан, собственно, это барабан землетрясения, так называемый магический барабан, который тратит заряды, и кожаный барабан — это сам обычный барабан. Собственно, барабан землетрясения создает ямы, пугает монстров, злит элитных жителей. Ну, крайне эффективная вещь, но, опять же, работает, если эффективно она, если у вас есть левитация. Без левитации, это потому что сквозь ямы просочиться, он, конечно, можно через прыжки пробовать, но это сомнительное удовольствие, но все же. Ямы чем полезны, монстры, которые застревают, они от вас не свалят. Исключение есть, только монстры левитируют. Кожаный барабан, ну, пробуждение монстров и пугает их. Пугание монстров, опять же, полезно, если вам нужно кого-то испугать. Но, опять же, не на всех наверняка это испуг, так называемый, подействует, поэтому сложно сказать. Волшебный свисток и оловянный свисток, я вот чаще всего его использую, именно волшебную версию, телепортирует ваших домашних питомцев к вам. Собственно, либо оловянный — это просто оповещает ваших домашних питомцев о том, что вы им звоните. То есть они к вам, в вашу сторону, начнут двигаться. Главное не использовать по свисткам проклятую версию, потому что они будут крайне неэффективны. Как минимум не проклятую нужно использовать, а лучше всего благословленную версию. Собственно, источники света. Источники света бывают следующими типами. Это латунный фонарь, так называемый Brass Latent. Это хорошая вещь, но, насколько я знаю, ее не получится перезаряжать. По крайней мере, я пытался, у меня не получилось. Может, я что-то не так делал. Канделябр призыва — это, собственно, квестовый предмет, который можно получить с босса, но мы до него не доходили еще. По крайней мере, я не доходил, может, вы и доходили, но... В общем, тут написано, что призыв, и, ну, это призыв дальше уже будет. И можно получить от Влада, вы могли подумать, Дракулы. Вот. Волшебная лампа, собственно, возможно, желание, как и масляная лампа, это уже, когда вы используете волшебную лампу, она превратится в масляную лампу. Волшебная лампа по своему источнику света, она бесконечная. Масляная лампа имеет срок действия. Соответственно, когда она заканчивается, ее, конечно, можно перезарядить, но факт в том, что эффективнее использовать волшебную лампу для освещения. Сальная свеча и восковая свеча, собственно, как вы можете заметить, они также используются для освещения, но их можно использовать для призыва. Собственно, квест, который в дальнейшем, ну, один из так называемый основной квест в игре. Ловушки, собственно. Капкан и фугас. Ну, насколько я знаю, фугас в переводе, ну, я смотрел английскую версию, я вам потом ее чуть позже покажу. Ну, капкан — это, скорее всего, медвежья ловушка. Эффективная вещь, она обездвиживает мобов, если они не левитируют.
эффективно, в общем. Сам пока они выбираются, вы их можете побить немножко. Фугас это, скорее всего, как бомбы, ну, так называемая мина идет, вы можете минировать, но я, правда, этим еще не занимался ни разу. Но факт в том, что наверняка ее можно обойти сквозь левитацию. Точно не могу сказать. Вот. Инструмент для разблокировки. Ну, собственно, основные инструменты, которые вы будете чаще всего пользоваться, это вот именно инструменты разблокировки. Разблокировки дверей, сундуков, закрытых на... Также по разблокировке вам может заклинание еще подойти, так называемый клок-клок, так называемый стук. Можно использовать его также для разблокировки. А для блокировки уже, собственно, Wizard Lock, собственно, как называемый волшебный замок. Собственно, разблокировка это у нас кредитная карточка, ну, собственно, которая в основном, ну, как вам объяснить, вы в первый раз можете прям сходу увидеть, как только зареспауните персонажа, она будет у туриста. Собственно, платиновая карта Endurian Express, собственно, это квестовый артефакт туриста. Она дает зарядку, как благословленный свиток зарядки. Так называемый Bless Scroll of Sharding. Собственно, это как благословленный свиток, только у него она бесконечная, только с перезарядкой в 300 ходов, что ли, если не ошибаюсь. А вот... В общем и целом, артефакт хорошая вещь. Отмычка. От Осаку до Самурая. Ну, собственно, это этот Lost Peak, так называемая отмычка, которой, в принципе, могут пользоваться все, но факт в том, что она не для всех будет эффективна. То есть она, по идее, отмычка должна качать ловкость вашу, но не всех классов она будет хорошо так качаться. Скелетный ключ. Один из основных предметов, который используется, ну, без всякого там трихомудии и мусора. Просто берете этот скелетный ключ, и все двери и будут открываться. Вам нужно единственное только через команду. Получается, Аплем, выбираете скелетный ключ и нажимаете на, собственно, либо сундук, либо на дверь, которую вам необходимо открыть, либо, собственно, закрыть. Главный ключ воровства — это квестовый артефакт разбойника. Про него ничего не могу сказать, но, насколько мне известно, он дает сопротивление урону, что ли, если не ошибаюсь. Либо магия. Ну, в общем, в целом половину урона он поглощает. Чисто находясь в вашем инвентаре. Крайне эффективная вещь. Собственно, переходим на следующий, последний пункт. Это инструменты третьей части, которые у нас присутствуют. Якорь. По якорю я скажу чуть позже. Я специально выделил его, потому что, ну, как вариант, чтобы вам рассказать о нем еще дополнительно. Кирка. Ну, собственно, с киркой мы чаще всего сталкиваемся. Два типа кирки. Это, собственно, большая, малая. Эффективнее с собой таскать малую кирку, потому что большая очень много весит. Ну и просто элементарно копать, прокапывать. Во-первых, локацию, если она копается. Во-вторых, просто элементарно копать. Ну, те же... Вот я, например, чаще всего делаю, вкопаю фонтаны для того, чтобы сделать из них воду. Чтобы потом можно было все, что необходимо, смыть. Рог единорога. Это эффективная вещь. Она помогает снимать негативный статус из себя. У меня есть отдельное видео по нему. Если интересно, можете посмотреть. Мешок с трюками. Это перезаряжаемый предмет, который вызывает монстров. Его можно также зарядить свитком зарядки, если это необходимо. Банка со смазкой. Ее также можно перезарядить. Она защищает от пожирателя разума, атак, утопления и урона от воды. В общем и целом, переводя на русский язык, что здесь написано,
если у вас пожиратели разума, они имеют свойство, ну не только пожиратели разума, они имеют свойство к вам свои щупальца прикладывать, к вашей шапке в основном. Шапке, броне и так далее. Вы ее банкой смазки помазали. Главное, чтобы она была не проклята, иначе вы свои руки себе смажете. Вот. Помазали и, как говорится, на одну атаку получается, пока у вас эта защита смазки не спадет, вы можете... Защита от воды то же самое. То есть вы попали в водную ловушку, например, у вас металлическое снаряжение. У вас стерлась смазка, так называемая, которую вы смазали, а собственно, вместо того, чтобы получили, получается, понижение статуса вашего оружия. То есть оно либо проржавело, ну, по сути, да, либо только проржавело. Хрустальный шар. Ну, по хрустальному шару я ничего сказать не могу. Скорее всего, это что-то типа поиска предметов. При юзании он также имеет заряды. Сфера обнаружения. Квест в артефакт археолога. Я не доходил до археолога и как квест в артефакт, но тут прописано, что он вам может выдать невидимость при его использовании. Опять же, чтобы квест в артефакт получить, нужно пройти квестовую линейку персонажа. То есть быть как минимум 14 плюс уровнем, чтобы пробежать его. Сфера судьбы, квест в артефакт Валькирии, уровень телепорта. То есть вы можете благодаря ему перемещаться между уровнями. Дорогая камера. Дорогая камера, собственно, это предмет, который вы можете использовать для, ну, тут написано, для напугания монстра, но факт в том, что вы можете слепить монстров. Это либо себя. Эффективная вещь, особенно если на начале если вы помните, не помните, мы использовали ее в самом начале, когда нам нужно было убить злобоглаза, мы юзали на себя эту камеру, и тем самым слепые били злобоглаза, тем самым он нас не мог парализовать, и тем самым он нас не мог убить. Фигурка призывает монстра. Собственно, фигурка тоже эффективная вещь. Мы ее тоже в прохождении юзали. Мы вызывали животных, ну, разнообразных. То есть, я уж не помню, как его там звали. Факт в том, что благодаря этой фигурке у нас очень много было призывных животных. Фигурка находится рандомной. Чтобы ее использовать, надо через команду Apply. Собственно, вы выбираете, куда захотите его поставить. Фигурку. Желательно использовать благословленную версию, потому что если не благословленная версия, персонаж, которого вы вызываете, может быть враждебен для вас. Либо он будет нейтрален для вас, но не мирный, как вы бы хотели, чтобы он был. Рог изобилия. Рог изобилия — перезаряжаемая вещь, его можно перезаряжать, причем на постоянке с этими свитками шардинга. Он производит еду и некоторые зелья. А по зельям это фруктовый сок в основном и зелье болезни, насколько мне известно, он производит. Что касаемо еды, но опять же, еда, там единственное, что у него очень полезно, это может быть, он дает маточное молочко и шпинат, которые две вещи, которые вам повышают силу при поедании. Вот. Использовать желательно благословленную версию, чтобы максимальный профит был от него. Волшебный маркер. У меня есть отдельное по нему видео. Помогает писать свитки и книги. Эффективная вещь, особенно для волшебника. Если у вас максимальная удача, вы можете даже не свитки, которые вы не знаете, написать. Но опять же, если у вас максимальная удача, что по удаче у меня также есть отдельное видео, чтобы ее повысить, как именно повысить. Вот. Поэтому останавливаться я на этом не буду. По чернилам, по маркеру у меня все. Есть отдельное видео. Если интересно, можете посмотреть. Зеркало. Ну, зеркало, как я говорил ранее, используется
Для отпугивания монстров, у которых есть зрение, управление удачей, в большинстве случаев это минусовое управление удачей, потому что если при разбивании у вас удача падает. Контроль нимфы и контроль фукуба. Так, фукубы, собственно, это суккуб и инкуб. Это две формы фукуба. Контроль нимфы, ну, ежу понятно, что это нимфа, вы просто отдаете нимфе зеркало, и она от вас сваливает. На один раз вам это поможет, но если у вас зеркала закончатся, она вас начнет вашу экипировку красть. Отпугивание монстров, опять же, если вы используете зеркало через команду Apply и просто ткнете в монстра, но у него должно быть зрение. То есть не все монстры зрячие. Не на всех это подействует. Волшебное зеркало Мерлина. Хорошая вещь, я ее вытряхивал. Я проходил за рыцаря, я вытряхивал волшебное зеркало Мерлина. Говорят, оно сопротивление магии дает. В общем и целом, очень полезная вещь. Оно просто лежит в вашем инвентаре. Ничего особо не это. А вообще вот такие вот предметы, которые не нужно на себя одевать, крайне эффективные вещи, потому что вы их просто как бы на себя не одеваете. Ничего, то есть эффективно, а просто лежат они в вашем инвентаре, дают какие-то бонусы к вам для прохождения. В общем и целом эффективная вещь. Стеноскоп. Часто пользуюсь, очень эффективная вещь. Получаете информацию о статусе монстров, обнаруживаете секретные двери, проходы, коридоры. Ну, если прикладывать к стенам. Факт в том, что также к монстрам можно прикладывать и на себя. Также на вашего питомца и так далее. То есть, очень эффективная вещь. Рекомендую именно не проклятую версию, либо благословленную. Потому что проклятая версия, она просто не работает. Как и большинство предметов. Открывашка. Открывашка, она чем полезна? Она вам может, получается, за один ход открыть консервы. То есть, которые, то есть, как вам объяснить? Благодаря этой открывашке вы можете, во-первых, за один ход, не за два, как за непроклятой, например, открывашкой. А если проклятая, она вообще у вас к руке прилипнет, и вы ее не сможете сбросить. И плюс, если вы используете открывашку при поедании консервов, у вас больше как бы сохранится питательность у этих консервов. То есть вы как бы они будут более сытные для вас. Если вы используете открывашку и потом съели, то консервы для вас более сытные будут. Собственно, как сделать консерву? Это через набор лужения, который называется Steam Kit, если не ошибаюсь. Вот, я про него не делал отдельный ролик, я про него упоминал, когда мы про бессмертных троллей разговаривал. То, что вот, это как вариант возможности воскрешения, предотвращать воскрешение троллей, консервирования трупов для их внутренних свойств. То есть вы, например, тролли имеют свойство вставать. Вы, наверное, могли это заметить, если смотрели предыдущие видео. И чтобы их не дать им встать, как говорится, вы их убили, и чтобы они не встали, так называемая реинкарнация, вы можете законсервировать их через набор консервирования. Набор консервирования имеет заряды свои, то есть вам нужно очень, как вам объяснить, чтобы у вас присутствовали заряды, он также заряжается с витком зарядки. Желательно благословленная версия. Внутренних свойств трупы, которые могут оставлять. Например, вы можете те же ядовитые трупы съесть спокойной душой через консервы. Без проблем вообще. То есть, например, те же ядовитые, не ядовитые. То есть, можете без проблем съесть. Я не рекомендую есть этих вершакалов каких-нибудь, потому что это вы 100% поймаете ликантропию. Вершакалов, верратов, вервольфов, так называемых оборотней, не рекомендую есть. Также не рекомендую есть, собственно, так называемых хамелеонов, существа, которые дают вам полиморф, но они
неэффективно. Самое эффективное, если вы хаосник, то есть труп медсестры, и вы не человек. Либо, если вы не человек, то есть труп медсестры, заутрамбованный в консервной банке. Он вам даст... У меня есть отдельное видео, но дополнительное здоровье. По дополнительному здоровью у меня есть отдельное видео, как его, собственно, получить в большом количестве, особенно если у вас... Вот, у меня есть поэтому отдельное видео по зельям лечения. Можете пока поковыряться, посмотреть. Собственно, и про якорь я вам хотел рассказать. Сейчас я вам про него сразу же расскажу. Да, еще английская версия, собственно, если вам интересно, я сейчас ее быстренько пробегу, вы посмотрите, если вы не поняли о том, о чем я, собственно, говорил. Английская версия инструментов, которые присутствуют здесь, которые вообще присутствуют в игре. Вот, собственно, получается следующий этап. Вот про якорь я хотел вам рассказать еще. Якорь — это абордажный крюк, это оружие, инструмент, использующий навык цепа. В неопознанном виде он выглядит как железный крюк. Для чего он, собственно, нужен? Вы можете применить крюк к месту на расстоянии, определяемым вашим навыком. Ну, навык тут немножко перевод мудрит, поэтому я вам покажу детально, чуть позже. Вы можете применить крюк только в том месте, которое вы видите без астрального зрения. То есть вы можете использовать только на дальности вашего зрения. Вы можете попытаться схватить предмет на этом расстоянии, потащить себя к месту на земле, атаковать монстра, перетащить к себе крошечный монстр или случайно ударить себя, нанеся 10-19 урона. Вы не можете ударить себя, если вы опытный либо эксперт. То есть, если вы прокачанный, как говорится, вы не можете себя ударить. Если вы не квалифицированный или базовый уровень, у вас есть равный шанс на то, что ничего не произойдет. Вы ударите предмет, ударите монстра, упадете на землю, зацепитесь за крючок. Если у вас хотя бы есть навык, вы можете выбрать, к какой цели стремитесь. Если вы обладаете навыком, у вас есть 50% шанс достичь того, что вы пытаетесь. 95% шанс стать экспертом. В противном случае шансы на исход, кроме того, что вы зацепитесь за крючок, равны, если вы не сможете решить, что выбрать. Вы можете ввести Enter и вызвать случайный эффект. Если вы выбираете и получаете в качестве цели предмета или монстра в целевом пространстве, такого предмета нет, ничего не произойдет. Захват предметов. Взяв предметы, вы всегда поймаете предмет, который последним упал на этот квадрат. Таким образом, можно поймать только один предмет из стопки. Это можно использовать, чтобы ловить предметы с земли во время левитации. Вот для чего, собственно, и полезен этот якорь. Потому что во время левитации вы можете ловить предметы. Перетаскивание себя. Когда вы тянете себя к земле, вас протащит только на один квадрат. Если вы попали в ловушку, вы останетесь в ловушке и можете получить дополнительный урон от ловушки. Собственно, якорь, вторая часть. Крошечного монстра можно утащить с вероятностью 25%, в противном случае его просто ударит. Большие монстры всегда сопротивляются, скорее всего. При захвате сильного или хотя бы большого монстра существует вероятность 25% того, что вас притянет к земле, если только в пространстве нет воды или воздуха. В этом случае эффекта нет. Хотя способности крюка уникальны, в большинстве существующих они не слишком полезны. Кто-то может захотеть перенести монстра с опасной дальнобойной атакой в ближний бой, но очень немногие монстры такие крошечные, что эта способность очень ненадежна.
Способность выхватить предмет из-под монстра имеет несколько нишевых применений, например, захват трупа как адреса до того, как солдат им может воспользоваться. Но только жрецы могут надежно осуществить это, да и то эта ситуация довольно редки. Как правило, решение проблемы невозможно поднять предмет во время левитации. Прекратить левитацию. Если это невозможно, игрок также не сможет спуститься по лестнице, а продажный крюк не сможет улучшить ситуацию. Возможно перетащить себя не лучше, чем простое перемещение на соседнюю клетку, поскольку оно может перетащить вас только на одну клетку за раз. Вероятно, самая полезная способность крюка заключается в том, что он позволяет поражать несмежных монстров одноручным оружием, которое также эффективно в ближнем бою. К сожалению, его низкий урон делает его в целом не впечатляющимся в этой роли, а вероятно того, что его притянет к большим монстрам определенных ситуаций, может быть очень опасным. Примечательно, что достичь квалифицированного владения цепами, чтобы использовать крюк без риска получить травму для большинства персонажей, это просто не стоит вложения в навыки. Особенно с учетом отсутствия каких-либо артефактных цепов. Собственно, по якорю я вам хотел, то, что я хотел рассказать, я вам рассказал. Английская версия якорей, собственно, чтобы вы также имели в виду. Собственно, первая и вторая часть, вот, собственно, тут единственное, что вот сама схемка, которая дальность, на которой вы можете использовать ее. В общем и целом, чем выше уровень владения, тем дальше вы можете его использовать. И на всякие разные диагональные вещи. Вот, собственно, именно это я и вам хотел рассказать. Я думаю, мы на этом тогда закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.